нас мечтал оказаться хотя бы один раз в жизни на райских, теплых, солнечных островах, например, на Мальдивах. И было бы очень неплохо просто закрыть глаза, находясь в России, а открыть их уже на белоснежном пляже на райских Мальдивах. На самом деле, не все так просто. Наше путешествие в рай началось с поезда Санкт-Петербург-Москва. 9 часов пути в купейном вагоне, и мы уже в Москве. До самолета у нас целый день. И так как в Москве мы обычно бываем только проездом, мы решили устроить себе небольшую экскурсию по самым интересным и значимым местам столицы. Кстати, видео о том, что посмотреть в Москве за один день, чуть позже выйдет на нашем канале. Не пропустите! Вдоволь нагулявшись по Москве, мы, сев на Аэроэкспресс, наконец-то прибыли в аэропорт Внуково. Когда все обязательные процедуры позади, багаж сдан, посадочные талоны на руках, наконец-то можно вздохнуть свободно и посетить местный дьюти-фри, чтобы прикупить разные интересные вкусняшки как взрослым, так и детям. Московский дьюти-фри на выходе из Москвы. Народа, конечно, маловато. Это очень хорошо. Все уже спят, наверное, потому что время-то, однако. Чего тут только нету. Нет, мы не в тот отдел зашли. А ты прошла тот самый отдел, интересно? Так вон он. Прямо. Алкоголь на Мальдивах – это очень деликатная тема, поэтому мы заходим в отдел с горячительными напитками, так как перелет предстоит весьма продолжительный. О, 14 евро. Спасибо. Нет, я не про это, я вообще. Есть маленькие, 10 евро, 4 по 0,5. Здесь, кстати, алкоты-то вообще мало, да? Водка. Нам надо что? Нам надо ликеры. А где ты видел? Виски. Вот ликеры. Вот они. О, какой коммуникабельный абсент. Не, интересный абсент. Неплохо. Что стоит? С абсентом лучше не общаться, 6 евро. Да, 0,7. 22 евро. Есть ликеровочка. Андерберг, помнишь? Да. А вот еще куча ликеров, кстати. Опа! Это мы. Привет! Мы готовимся рвануть. Высоко и далеко рвануть. Самолеты наши вот там стоят где-то. У нас есть лимончелло. Есть? В кадре? У нас есть 2 стакана. Лицо бы твое сейчас снять. Наливаем лимончелло. У нас там еще немножко осталось. Немножко-то не надо. Но у нас есть выход. Так как лимончелло противное, то мы будем использовать спрайт. И тогда открываем спрайт. И делаем коктейль 50 на 50. Полтосик. Ой, как сладко идет. Посмотри. Передай всем привет. Ваня, Женя, Ярик, Ариана, Вероника. Помаши. Ты что зависла-то? Привет. Ребята, привет. Всем пока. Посадка на наш рейс наконец-то началась, и мы спешим встать в гигантскую очередь. А еще говорят, у россиян денег нет. Все летят на Мальдивы. Денег нет у россиян, но летят на Мальдивы. Что, занимаем очередь? Зачем? О, да ладно. Это все на Мальдивы? Да ладно. Пипец. Просто пипец.
Что, встаем в очередь? Да ну на. Да я серьезно. Кошмар какой. Вот это все очередь. Это в Сочи, да? Нет? А куда? На Мальдивы? Блин, а в Сочи был? Может быть, а какой у вас выход? У нас 22-й. На Мальдивы даже. Я пошутил. Мы тоже на Мальдивы. Кстати, прямой перелет из аэропорта Внуково до Мале в среднем длится 8 часов 10 минут. Добрый вечер. Вот, раз, два, три. Мы. Спасибо. Примерно 700 километров пути уже позади, но до незабываемого отпуска на побережье Индийского океана еще примерно 7000 километров. Пройдя последний этап контроля, мы на борту нашего аэробуса Boeing 747. На посадочных местах нас ждут бонусы от авиакомпании, влажная салфетка, кошелек для полезных мелочей и тонюсенький плед. Ночью в самолете прохладно. Самолет взлетел. Основное освещение погасили. Самое время изучить меню мультимедийной системы, встроенной в кресло впереди сидящего пассажира, и задремать под расслабляющую музыку или душевную мелодраму. Спустя пару часов полета нам приносят ночной обед. Зарекалась же не есть после 6. А обед, кстати, вполне себе съедобный. Поели, теперь можно и поспать. Доброе утро! Как только солнце появилось из-за горизонта и озарило голубую гладь океана, мы увидели это чудо. Легкие, воздушные, белоснежные облака, а под ними нежно-бирюзовая, с оттенками сливового цвета, прозрачная вода, среди которой разбросаны крохотные зеленые островки. И чем ближе к Мале, тем больше этих манящих взгляд кусочков суши. За окном показалась взлетно-посадочная полоса Мале. Выходим. Goodbye. До свидания. Выходим в теплую страну, да? И в маске. Потому что нынче коронавирус на дворе. Маска обязательно. Но не всегда. О, автобус. Как тут жарко, господа, это вообще. Да, давай, заходим. От самолета до аэропорта Вилана нас доводит специальный автобус, курсирующий в аэропорту, который называется «Шаттл». Там какую-то камеру смотрит. А, температурную, прикинь. У кого температура, тут красный весь. Как «Хищник», знаешь фильм? «Чужой против хищника». Так что Деспасито. Ну, помедленнее двигайся, как хищник. Когда температура будет более активной. Паспортный контроль по прибытии в новую страну – обязательная процедура, которая не занимает много времени, так как очередей практически нет.
А Сан-Айленд? Стойка 16. А рядом. Вот он, Мале. Вот она, бирюзовая водица нежная. Ребята, я на Мальдивах. Что, поехали покушаем? Ребята, нам на первый. Поднимаемся на фудкорт в надежде найти там хоть какую-нибудь еду и прохладительные напитки. Но тут мы были сильно разочарованы, так как кроме дорогущих бургеров местного производства и не менее дорогих лимонадов и соков нет ничего. Единственный бюджетный фастфуд закрыт. Мы нашли KFC с водой. Друзья, мы вот с этим рюкзачком прошли весь контроль на выходе с аэропорта Мальдив. Вот, и в рюкзачке все это время маячила вот эта бутылочка. В чем на виду? На виду, да, никто даже не спросил, что это такое, для чего это. Это большая такая фляга от Египмейстера. Да, мы, конечно, ее осушили в самолете, но тем не менее, она вот прямо была вставлена в карман и вот так вот торчала. Никто даже ничего не сказал. Но были моменты, когда проверяли чемоданы. Один чемодан. Да, один чемодан все-таки проверили. Но нашу флягу никто не заметил. Возможно, если она была бы полной, тоже никто бы ничего не заметил. И мы бы с собой везли бы на Мальдивы вкусные напитки. Вот так вот, друзья. В стоимость нашего тура входит перелет на самолете местных авиалиний. На минуточку. Расстояние от Мале до острова, на котором находится наш отель, 113 километров. А это не менее 2 часов пути, если плыть на катере. Самолет же нас доставил всего за 25 минут. Что тебе дали? Влажную салфетку? Да. Вот, антисептическую какую. Прям она такая, прям мокрая. Это нюхи дали, да? Это для того, чтобы руки протереть. О, она прям такая Да, влажная. это, кстати, в ошибке было. Но какие божественные открываются виды из окна иллюминатора. Такое никогда не забудешь. После посадки самолета на острове Маамигили автобус свозит нас на причал, где нас уже ожидает вместительный катер. Человек на 50, не меньше. И вот мы уже причаливаем к острову Лангурайду, на котором расположен наш отель. Причал – это тоже искусственный остров, с которого на основной остров нас отвозит быстрый и экологичный электрокар. А какие крышесносящие виды открываются нашему взору.
чистейшая, прозрачная бирюзовая вода и белоснежные песчаные пляжи. Рай, иначе не скажешь. Первое, что необходимо сделать по приезду на остров, это получить у персонального менеджера ключи от номера, в котором предстоит проживать. В ожидании того самого персонального менеджера нас угощают приветственными коктейлями из маракуйи и еще каких-то тропических фруктов. Естественно, коктейль безалкогольный, освежающий и безумно вкусный. Но мы еще не догадывались, какой сюрприз нас ожидал впереди. Менеджер предложил нам в качестве подарка от отеля провести 2 ночи не где-нибудь, а на Water Bungalow. Water Bungalow – это один из самых дорогих и в то же время популярных номеров на Сан-Айленде. Стоимость такого номера за 1 ночь стартует от 30 000 рублей. Но мы за него заплатим, как за стоимость обычного номера на острове. Water Bungalow – это одноэтажная водная вилла, расположенная на сваях прямо над лагуной в южной части острова. Всего в отеле 64 таких номера, находящихся на разном удалении от берега. А сейчас я предлагаю заглянуть в номер, чтобы понять, почему туристы выбирают именно его. Внутри довольно просторные комнаты, площадью не менее 30 квадратных метров, весьма комфортная обстановка, деревянные полы и красивая мебель, слегка под старину. Внушительных размеров зеркало, большой современный телевизор с множеством спутниковых каналов, телефон для комфортного общения с обслуживающим персоналом, рабочий стол, отдельная гостиная зона со столиком и мягкими удобными креслами. Светильники, излучающие мягкий приглушенный свет. 2 больших кровати с белоснежным постельным бельем. По центру потолка расположен вентилятор. Конечно же, кондиционер, который спасает после жаркого, палящего, тропического солнца. Отдельная история – это мини-бар. Обязательно питьевая вода, чай, кофе, сахар. Слушайте, ну вот, смотрите, вот, вижу перед собой Бонакву, да? Вот она, Бонаква. Где она? Вот она, Бонаква. Это нельзя. Это нельзя. Только Бонаква. Только она родная. Больше ничего нельзя. Ну да. Вот он, этот рум-бутик. Рум-бутик, который я только что прислал. Такие бутылочки интересные.
Цены везде. Друзья, впереди вас ждет самое интересное. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментарии тоже приветствуются. Продолжение следует.